Бангкок. Город, который либо тебя сведет с ума, люди едят скорпионов, либо станет любовью с первого взгляда. Не понял, что-то я. За 3 дня здесь я увидел небоскребы и древние храмы. Встал в пробку на лодке, ел что-то, что даже не смог опознать. И понял, это место ломает все стереотипы. Но самое интересное, в этом видео я покажу вам не только красивые картинки. Здесь будут честные советы, что действительно стоит увидеть, а на что лучше не тратить свое время, как не переплачивать за транспорт и еду, какие скрытые места удивят больше, чем знаменитые достопримечательности. И да, будет немного юмора, потому что если относиться к этому городу слишком серьезно, он тебя просто съест. Так что даже если вы не планируете свою поездку в Таиланд, оставайтесь до конца. Я обещаю, этот Бангкок вас удивит не меньше, чем удивил меня. Ну а начнем мы сегодня сначала, с того момента, как понапринаехавший понапринаехал в Бангкок. Первым делом нормальный турист всегда заботится об интернете. И по приезду я взял сим-карту прямо в аэропорту, решил не париться. Здесь и взял, здесь их несколько видов. Зеленая и красная. Короче, я выбрал красную. Понятия не имею, как она называется. Но в обоих были цены 700 местных денег за 2 недели пользования без лимита. Местную деньгу я снял в банкомате. По-моему, мне кажется, так выходит дешевле с моим банком. Ну и вообще буду стараться платить картой по большей части везде, где могу. Реально боюсь выходить наружу. Проходя мимо этих дверей, тут как из бани прям так бьет вас. И прям неохота покидать аэропорт. Загуглив, как добраться до своего отеля, оказалось все очень просто. Садитесь на поезд из аэропорта, и он прям приезжает в центр города. И там потом 5 минут не пройти до отеля. Шикарно. За билетиком придется отстоять в очереди, но небольшой. Надеюсь, там английский есть в аппарате. Ну, слава кокохам и всем тайским богам, у них есть английский в аппаратах. Вообще, я так понял, тайцы куда более организованы, чем немцы, по любасу. Вот смотрите, вход, вот там стрелочками написано, где выходят, желтеньким написано, где ты стоишь и как заходишь, вот здесь написано прям, стоишь здесь и никуда не уходишь, все. Поезд придет, потом зайдешь, после того, как все зелененькие выйдут. Они такие четкие, они вот прям в очереди стоят. Каждый в линию стоит. Если у них нету толкучки, каждый стоит в линию с 2 сторон от двери и ждет, пока все выйдут, и потом по очереди заходят. Как бы мест не хватило, все, дальше не заходит. Просто какая-то цивилизация, что ли. Ты же не понимаешь, никто никого не бычит, в репу никому не пихает. То я помню, как бы в юности едешь где-нибудь в метро или в автобусе, кто-нибудь на ногу кому-то наступил, или локтем задел, пока влазил, и пошел мордобой. Здесь тут как-то, вообще все в очереди стоят друг за другом ровненько, молодцом. Транспортная система в городе очень шикарная. Прям вот пользуйтесь, не хочу. Самый большой плюс – это кондей. Первое ощущение от города и от страны, что она очень такая сейф. То есть я не вижу никаких бездомных, каких-то там, знаете, драк, каких-нибудь гопников, я не знаю, каких-нибудь маргиналов, вообще нету. Как бы. В принципе, очень все аккуратно, цивильно и чистенько везде. Ну вот я и добрался до своего отеля. Смотрите, как он выглядит. Ортодоксально. И просто, и вкусненько одновременно. Классненько. Я, по-моему, за 4 ночи что-то около 120 евро отдал за это. Вот такой незамысловатый отельчик с прекрасной кроватью, как мне кажется. С телеком, который я не буду смотреть. Что хорошо, за едой далеко ходить не надо. Собственно, вышел, у тебя все рестораны внизу. Можно жопу замочить прям в отельчике. Но жопу мы будем мочить в Пхукете. Только мне не разрешали слово «жопа» говорить. Вообще душевно, мне нравится. 120 евро и очень-очень кайфово, мне кажется. Можно, в принципе, даже в футбол сыграть, если захочешь. Холодосе пиво мне оставили, нет? Ох, я его чуть не вырвал. Вот такой вот холодос. Не, холодос-то вода. Ну ничего, на то какая раковина живописная. Итак, приняв душ, первым делом я решил отправиться в самую достопримечательную достопримечалку Бангкока – Гранд Палас. Судя по Google Maps, Гранд Палас находится буквально в 20 минутах ходьбы от моего отеля. Многие тайцы используют зонтики от солнца. Первый раз в стране, где нужен зонтик от солнца. Чтобы добраться до Гранд Паласа, нужно пройти через подземный переход, вот такой он весь белый, и при этом... Что кайфово, здесь есть кондей. Прям кайф здесь пройти. Не ходите по улице. Все говорят, что в штанах только пускают. По крайней мере, те, кто продают штаны, так говорят. Сейчас пойду посмотрю. Короче, ребзя в шортах не пускают. Thank you. Так, тут такие переодевалочки есть. Вон там вот это все продают дамы. Переодевалочки 200 бат. Труселя стоит. Ребзить сюда нельзя в шортиках, и пришлось купить такие штанишки за 200 бат. То есть я теперь
к концу поездки буду выглядеть как настоящий таец. Снимать здесь, короче, нельзя, но я вот как-то без палева стараюсь это сделать. Стоимость прохода, короче, 500 бат местных. 500 бат чуть меньше 20 евро, наверное, что-нибудь 17, что-нибудь такое. Так я в Гранд Паласе, в главном замке, так сказать, короля. Одним словом, здесь монархия, но, правда, парламентская, примерно как в Англии. То есть у них есть свой король, есть парламент, и там председатель парламента и так далее. Ну ладно, я что-то политику пошел. Политика здесь ни при чем. Идем смотреть красоты. Гранд Пэлас. Самая достопримечательная достопримечательность Таиланда. Построен в 1782 году. Именно в это время Бангкок стал столицей Таиланда. На протяжении 150 лет именно в этих стенах принимались важнейшие решения страны. Здесь проживали короли Таиланда и творилась история. До этого, кстати, 400 лет столицей был город Аюдхая. Да простят меня тайские боги за мое произношение. Вспоминается мультик про антилопу, которая золотом отбивала копытцами. Сколько тебе нужно золота? И там король все время хотел еще и еще. Еще! Счастье! Пощади! Вот это как-то вот оттуда, откуда-то, мне кажется. Сегодня Гранд Пэлас — это не просто музей, а настоящий символ Таиланда. С первого шага кажется, что вы попали в другое измерение. Золото сияет так ярко, что сложно смотреть на него без солнечных очков. Ну, прям классно оказаться в таких вот азиатских дворцах. После всех этих европейских вообще все по-другому. Прикольно. Хотел бы я посоветовать, во сколько сюда прийти, но не знаю, потому что я вот в 10 утра здесь, и видите, как много народу уже. Каждая деталь, от крыши храмов до стражей у ворот, сделаны так, как будто их создавали для самих богов. Кстати, об этих стражниках, что располагаются у каждой двери дворца и храмов Таиланда. Эти статуи называются якша. И в тайской мифологии они охраняют храмы и дворцы от злых духов. То есть, если вы злыдень, вам сюда не войти. Эх, петушня. Не знаю, видать, нет, но мне очень нравятся эти черти. У каждого входа куча охранников. Пойди, пройди их, не сфоткая. Не дай бог такой приснится. Снимать внутри храмов категорически запрещается, но я тайком чуть-чуть поснимал. Внутри дворца имеются несколько храмов. А это значит, что я начинаю свое путешествие с места, где культура, история и духовность переплетаются в одном дыхании. И поверьте, дальше в этом видео будет множество удивительных открытий. Вася, обувайся, понимаешь ли. Штаны одевай. Все ради искусства. Так, ладно, из дворца мы пойдем по святым местам Таиланда. И двинем мы в один из самых известных темплов — Ватарун. Полное название этого темпла я произносить не буду, а то боги начнут меня молниями кидать. Чтобы посетить Ватарун, вам придется пересечь реку. Реку вам придется пересечь вот на таком корыте. Старый таец вас перетащит на ту сторону всего за 5 местных денег. 5 местных денег — это вообще ничего. Прям вот зеро практически. Я тут неожиданно понял, что прогулки по реке я точно не хочу. Потому что за минуту пересекания реки меня так укачало, что если мне надо будет полчаса там проехать, я просто заметаю весь кораблик. Итак, храм Ватарун, храм рассвета, находится на западном берегу реки Чао Прай. И знаменит он вот этой самой башней, центральной башней, что высота у нее аж 80 метров. Прямо гигантская штуковина. И далеко ее, так сказать, видать. Очень живописная, усеяна вся различными плиточками и узорчиками, и божествами, и волшебными какими-то животными непонятными. Ну, короче, очень cool, очень круто. Здесь даже местные все ходят на свадьбы, фоткаются, перефоткаются. И на эту штуковину можно влезть. Сейчас пойдем залазить. Ступеньки прям очень крутые. Вот на самый верх уже нельзя. Этот храм появился на свет еще в 17 веке, во времена королевства Аюдхая. Бангкок тогда не являлся столицей. Свое название «Храм рассвета» он получил в честь того, что при рассвете он выглядит особенно шедеврально. Его центральная башня, что на самом деле называется Пранг, символизирует священную гору Меру, между прочим, центр буддистской вселенной. И знаете что, если Гранд Пэлас — это сердце города, то Ватарун — это его душа. Мы с моим корешем устали уже по этим темплам ходить. Хватит у нас храмов. Идем кутить.
Так, Ребзя, пару слов о транспорте. Транспорт великолепно развит здесь, общественный, то есть пользуйтесь, можно добраться куда угодно, но иногда нужно делать несколько присадок и не особо удобно. Поэтому я пользуюсь здесь местным Uber'ом, привожу как Grab, либо Bolt. Очень как бы хорошо работает здесь. Буквально пару минут ждете, за вами приезжает таксо. Довольно-таки дешево, где-то от 3 до 7 евро вам поездочка выйдет, смотря как далеко вы едете. Есть еще транспорт тук-тук, это такие местные мотоциклетки. Собственно, на этих мотоциклетках, вот они, вот такие. На этих мотоциклетках прикольно, конечно, прокатиться, но стоимость выйдет где-то в раз-два дороже, чем на такси, либо вот на этом Грабе. Вызвав Grab, я отправился на небоскреб Маханакон, в простонаречии Skywalk. Хребзе, мы сейчас с вами заползем вот на этот большой небоскреб, называется Skywalk, и там сумасшедший аттракцион. Сейчас заценим. Будете в Бангкоке, гуглите Skywalk, и он вас приводит к этому громадному небоскребу. Походу, это самый высокий небоскреб здесь, которых здесь множество. Мы на каком-то порядка 80-м этаже, что-то такое. Знаете, какие эмоции человек запоминает лучше всего? Хорошие или плохие? Лучше всего он запоминает плохие, потому что это вопрос эволюции. Точно каждый помнит, что огонь, он очень болючий и горячий, и обжигает. И поэтому запоминаем мы эмоции самые такие страшные и захватывающие дух. И вот здесь вот есть такой небольшой аттракцион. Снимать, правда, запрещают, но мы сейчас придумаем что-нибудь. Просят одеть вот такие тапочки. Maybe you can shoot me. I will. Yeah, just for a second. You are already record. Yeah, it's record already, yeah. Дальше следует непереводимая игра слов с использованием местных идиоматических выражений. Ух, ё. Бля, фак. Супер страшно, пиздец. Короче, они не дают снять, но это полный пиздец. Я прям вот стоять боюсь. Там подо мной, бля, пиздец. 70 этажей или 80. Прям просто никак. So scary. Super scary, just fuck sick. Oh, Jesus. Fuck sick. Так, подо мной сейчас, я не знаю, сколько метров 200 просто пустоты. Какой-то адок. Я прям просто в аду каком-то. Это просто пиздец. Туда пройти? Jesus Christ. Jesus Christ. Я просто, блядь, пиздец. О, so scary. Ох, как же я боюсь пиздец-то смотреть. Просто я там ад какой-то. Полный ад. Полный ад. Oh, thank you very much. Thank you. It's just so scary. Ребзи, у меня прям мурашки по коже. Прям вот под вами реально 200 метров пустоты. Вы прям туда смотрите и просто стекло под вами. Прям, я не знаю, у меня прям слов нет. И описать такие эмоции, что прям полный отдок какой-то. Ну, такой аттракцион не для слабонервных аттракцион. Но я для этого и шел. Прям очучение. Ну, прям сердечко замирает. Прям я бы сказал, очко-то жим-жим было. Фу. Прям надо посидеть после этого, отдышаться. Вообще билет сюда стоит 800 местных денег. Это где-то 25 евро, мне кажется. Вообще, я бы сказал, если вы хотите посмотреть на Бангкок с высоты птичьего полета, то Skywalk лучшее место. То есть и такой аттракцион получите, захватывающий, точно запомните на всю жизнь. И по философии житие-бытие, и как смертна наша жизнь. При этом, когда я ехал в Таиланд, я думал, это какая-то такая страна, типа, как в Южной Америке какая-нибудь, я не знаю, Доминикана или что-то такое, да, там такой же отдых. Но вот Бангкок здесь, это вот, посмотрите, одни небоскребы просто. Но при этом они вот свои храмы берегут. И туристы туда ходят в эти храмы, и они сами в этих храмах тусуются. То есть храмы везде на каждом углу. И вот при этом такие бизнес-центры, такие вот небоскребы. То есть это прям какой-то эпицентр Азии. Я вот боюсь, как Сингапур-то выглядит, мне потом в Сингапур ехать. То есть, я не знаю, но мне вот это-то уже ого-го. Особенно после нашего двухэтажного Дублина, это вообще, это ну, просто космос. Дублин еще в Средневековье, а здесь уже, блин, другая планета, одним словом. Главное, что в этом аттракционе? Главное, я считаю, не обоссаться. Главная миссия выполнена, я не обоссался, так что все нормально. Можно идти. Рекомендую.
Ну, после таких нелегких приключений, по всей видимости, верховные силы потянули меня к богам. И я отправляюсь в еще один бангкокский темпл. На тайском я даже не буду пробовать, как он произносится, но в переводе «мраморный храм». Таки пойду переведу дух и пообщаюсь с богами. У Кребзя пока шел в храм, набрел на самый большой стадион тайского бокса и купил билет. Сегодня иду на тайский бокс. Сначала в храм, потом на бокс, а потом в ночной маркет. Такой план. Все, ребята, мотайте на ус, если хотите посещать храмы без толпы людей, туристов, всяких там понапринаехавших, то идите где-то в 5 вечера за часик до закрытия. Вообще ни души. Просто никого. Одни монахи что-то бродят, смешаются, а так, в общем-то, нормально. Можно насладиться архитектурой буддийских храмов. Храм этот был построен в 1899 году по приказу короля Рама. Причем 5-го его стены сияют белым каррарским мрамором, из которого, кстати, строили европейские соборы. И привезен он был из самой Италии в конце 19 века. Главной святыней этого храма является, как ни странно, Будда, копия знаменитого образа из Сукхатая. Под этим самым Буддой хранятся останки того самого короля Рама V. Please take off your shoe. I didn't know, sorry. Sorry, first time. Тут какая-то церемония проходит. Оказывается, туда в обуви входить нельзя. Но, кстати, в шортах нормально, они ничего не сказали. А вот за обувь сказали, снимай, короче. Я не знал. Ну, короче, я ополошал чуть-чуть. Но вроде ничего. Не сильно злятся. Существует, кстати, легенда, что первые лучи утреннего солнца, отражаясь в белом мраморе и золотых деталях крыши, создают сияние. Тайцы верят, что это символизирует чистоту ума и просветление. Поэтому стараются посетить этот храм на рассвете. О, а здесь у ребят, видимо, наряд вне очереди. Провинились, теперь отрабатывают. Ничто не чуждо монахам, буддистам. Ну, а здесь они, наверное, у них палац какой-то, видимо, тренируются ребята, чтобы потом в боях, может, участвовать, кто знает, кто знает. Ну, а вот здесь вот проживают сами монахи. Вот в таких вот небольших домиках, закоулочках. Я куда пройду, посмотрю чуть-чуть. Да, пока вроде не ругаются, хожу, снимаю все. Не знаю, дадут по шее, не дадут, а время покажет. Да, место настолько умиротворенное, что оно как бы не только для церемоний и поклонения различным богам и обрядам, но и просто для созерцания. Вот так в конце дня, после тяжелой трудовой недели, пришел сюда, присел в пятницу вечером и не пошел в бар с друзьями, а завис здесь. Ну, хорошо же. Ой, ну а теперь благополучно и не спеша я отправлюсь на тайский бокс. Ни разу не был, кстати, на тайском боксе. Ну вот первый раз и в Таиланде, и в Бангкоке на самом большом тайском стадионе пойду смотреть. Посмотрим, как оно. Надеюсь, удастся передать вам мои ощущения. Билеты, кстати, на тайский бокс довольно-таки прайси. Самый дешевый билет вышел мне в 60 евро. И там почти до упора идут. То есть это один из самых больших стадионов в мире по тайскому боксу. Ну, куда же еще идти в Таиланде, как не на бокс? Не на хоккей же идти. Итак, Раджа Дамнен. Сердце и душа тайского муай-тая. Старейший стадион, между прочим, открыт аж в 1945 году. И вмещает этот стадион аж 5000 зрителей. Короче, очень уютный стадиончик. Даже экранчики вон везде такие. Видно все с любой точки. Не обязательно покупать самый дорогой билет. Все очень хорошо видно. Здесь сегодня 9 боев. Но вот какое-то количество я посмотрю, потом убегу. Бои проходят под традиционную тайскую музыку, что играет местный оркестр. При этом темп музыки ускоряется, когда накал страстей на ринге растет пропорционально. Перед каждым боем проходит ритуал вайкру. Спортсмены медленно двигаются по рингу, как бы танцуют, молятся каким-то там богам и посвящают этот танец своим учителям и наставникам. Кто не в курсе, муай-тай очень жесткий вид спорта. Бьют прямо локтями, кулаками, ногами, коленями и прямо вот по вам и бьют. Вот прям туда, вот прям вот
очень очень никому не советую. Каждый матч заканчивается нокаутом примерно во втором, третьем раунде. Просто людей уносят. Ну и MyFriend представляет вашему вниманию вот такие вот шикарные труселя. Представляете, вы к своей так ночью заходите. Ох, какая реакция будет, а? Прям кровавый спорт с вандамчиком. Помните такое? Вот здесь все то же самое. Но вообще это не мой вид спорта. Я как-то этот весь мордобой что-то как-то не очень. Я по шашкам больше с детства. Короче, вечереет, а температура так и не спадает. Здесь, реально, 40 до сих пор. Вот добрался до ночного рынка. Ночной рынок Чатучак. Почти как Джеки Чан. А посмотрим, что это такое. Вот тайцы очень любят по ночам шопиться. Не знаю, какая-то тема тайская. Пойду посмотрю, как этот рынок выглядит ночной. Добрался я сюда на такси. Приложуху Grab установил. Это такая местная типа Убера. Вполне очень даже. Короче, ехал минут 20 по Бангкоку. И за 20 минут я залистал всего 5 евро. Ну, вообще, по-моему, очень отлично. Куча уличной еды. Вопрос в том, что я вегетарианец. И, походу, вряд ли что я здесь поем. Ну, сейчас попробуем что-нибудь. Hi, can I have a smoothie? Mango? Maybe beef sugar. Без сахара. Полташечка с сахаром 70. Yeah, thank you very much. Thank you. Вкусняшка. За мясные деликатесы, конечно, не отвечу, а вот за манго отвечу, что самое мангное манго в мире. Прям чума, очень ароматная, вкусненько. Шаурму ребята рубят. Иисус, смотрите, какие раки. Что-то только нет. Есть барчики с живой музыкой, заманивают, так сказать, англоговорящего туриста. Появился этот рынок на свет еще в 1940 году, а в 80-х он стал выглядеть вот так вот, как вот выглядит он сейчас. Рынок просто гигантский, 35 акров территорию занимает и 15 тысяч ларьков, так сказать, торговых точек здесь имеется. По большей части здесь продается, как и на всех рынках этого мира, великий Мадынчин. Этот волшебник делает все в этом мире, но иногда встречаются рукодельные поделки. Вот такие рукодельные часы здесь продают. Можно, так сказать, хэммейд нарыть. Короче, насмотрелся каких-то непонятных британских блогеров. Они рассказывали, что вот надо обязательно сюда сходить. Вот надо сходить на ночной рынок и все. Вот прям вот кровь из носу. Ну, фиг знает, пришел, короче. Рынок как рынок. Непонятно, почему они ночью торгуют. А как бы обыкновенный рынок. Мадынчин обыкновенный. Как бы, хер его знает. Не понял что-то я. Одним словом, я не рекомендую вам посещать этот рынок, если только вам не нужно купить что-нибудь срочно китайское. Даже не тратьте свое время сюда ехать, он еще и находится на отшибе от центра. То есть я вот за вас тут приехал, расстроился и поехал дальше на самую кутежную улицу города Бангкок. Прежде чем вступить на улицу Каосан, нужно как минимум вас предупредить, что в Таиланде полный легалайз на Марию Ивановну. It's in bahts, yeah? Bangkok with baht. Okay, I will think about it. Much one joint? Start from 100 baht. No tobacco. It's pure. What about the joints? What in joints? It's pure weed. Yes. Pure weed. No tobacco. I smoke this one, I will go sleep. Yes. То есть на этом районе не только Мария Ивановна, но и, собственно, полно хостелов, где вы можете остановиться. То есть самая тусовочная улица. Я тут, на самом деле, сам-то недалеко остановился, хожу сюда пешочком. Оптимально в этом районе останавливаться. У вас и тусовочка, и культурная программа, и пати, все, что как надо. Даже массаж есть. Ну, если вы любите массажа ног, то можно прилечь, и вам помассируют. Просто я боюсь, если я прилягу, то там все прилягут рядом. Все те, кто в эконом-режиме путешествует, здесь полно хостелов, где можно просто кинуть кости. Реально продают скорпионов, пауков и змей жареных. Salty? Salty? Wow, Jesus. No way. I will not eat it, but it's fucking awesome. Люди едят скорпионов. Если кто заскучал по шаурме, то здесь тоже есть. Но со своим тайским колоритом. На этой улице имеются ночные клубы, которые вас агрессивно зазывают зазывалы. Зазывалы порой выглядят очень по-тайски, что такого ортодоксального мамонта, как я, немножко отталкивает от посещения таких заведений. Видите, только что прибывшие на этот райончик, прям, видимо, где-то здесь хостелы сняли. Ну, конечно, прямо на этой улице лучше хостел не снимать, потому что, видимо, спать будет проблематично. Но на соседних вполне нормально. Какая униформа, смотрите, тайских футбольных клубов. Я так понимаю, это такой футбольный клуб тайский. Причем YouTube здесь как спонсор. Я не думаю, что YouTube спонсор, и TikTok. Я подозреваю, что нет. Но
Интересненько. Хочу найти этого чувачка со скорпиончиком. О, вот он. How much is it? 100. А if I pay 100 and you will eat it? Это отламывает все щупальца скорпиона. Yeah? How it feel? Salty? Is it look like what? Creepy. Okay. Ну тут, блин, не поспоришь, криппи стопудово. Вот так вот. Дама говорит, что их не выращивают, а отлавливают где-то в горах, и она их покупает. То есть и змей также. А я вот скучный скорпионов не ем. Я фруктики. То почем, а мы сегодня по фруктикам, причем они настолько разнообразные, я даже не знаю, как они называются, но уверен, что они вкусные. То есть можно просто пивка нахватить, бутылочку за 80 местных тугриков, маленький пивасик. Это где-то, ну, на самом деле, где-то 2,5 евро. Чуть-чуть не добежал до своего отеля и пошел прекрасный тропический дождик. Льет, как из ведра. На следующее утро, не мудрствуя лукаво, я решил посетить самые необычные рынки Таиланда. Но, к моему сожалению, они находятся в пригороде Бангкока. Арендовывать автомобиль и ездить по азиатскому трафику мне осенно не хотелось. Поэтому я заказал экскурсию на эти рынки. Стоимость экскурсии порядка 30 евро. Около 7 утра меня забрали на микроавтобусе из отеля. И около 3 дня меня привезли обратно в центр Бангкока. Засел я, короче, в поезд. Поезд такой олдскульный, старинный. Идет 30 минут до первой остановки. Первая остановка — это будет рынок, который находится прямо по обе стороны от рельс этого поезда. А потом мы едем на рынок на воде, и там проведем еще час. Очень душевный гид это все проводит. Говорит на английском, есть и на немецком, и на испанском туры. То есть, ну, прикольно. Мне пока все нравится. Короче, поезд продвигается через этот маркет порядка получаса, наверное, мне кажется. Ну, минут 15-то точно он едет и сигналит постоянно. Вот, собственно, лавки по правую сторону, лавки по левую сторону. Куча туристов снаружи машут ручками, все снимают, как этот поезд приезжает. Сейчас я снимаю и из поезда. Я надеюсь, у меня будет шанс снять снаружи, как он приезжает. По всей видимости, весь поезд выходит здесь и также заходит. Спокойно, спокойно, женщина. По всей видимости, добравшись до конечной станции, мы выбрались наружу, где гид нам сообщил, что у нас есть 20 минут на то, чтобы погулять по рынку, а потом вернуться на платформу. Надо сказать, рынок выглядит очень плотненько. Передвижение в стиле гуськом. Идете вы прям по тем самым рельсам, по которым вы только что ехали, и по обе стороны видите лавки с различной продукцией. Причем рельсы накрыты прям крышей. Причем как они это все дело быстро убирают, прежде чем поезд поедет по этим рельсам. Как выяснилось, все столешницы имеют колесики. И когда по радио объявляют, что поезд вот-вот поедет, начинается суета-сует. При этом нужно еще где-то спрятаться, чтобы поезд вас не зацепил. О, а вот этот самый отчаянный, видимо. Ну и как видите, когда поезд прошел, начинается суета в обратном направлении. То есть, работая на этом рынке, вы точно не заскучаете и физические упражнения будете делать регулярно. После чего нас опять посадили в микроавтобус, и уже мы отправились на рынок на воде. Первая часть посещения рынка на воде складывается из того, что вас садят в лодочку и примерно полчасика, а то и часик катает вот по таким вот каналам. Нелегкая у парня работа, такое двигло ворочать целый день. Они прям при управлении передвигают этот двигатель. Реально, с коробкой передач, генератор, прям как бы из тачки вытащили. Не знаю, килограмм, наверное, цать весит, и чувак его весь день ворочает. Ну, поддал такой. Видимо, частенько заменяет стартер. Великий Маденчин также присутствует по левую сторону. По правую сторону ресторанчики. Есть ресторанчики прям на лодочках. Кто-то только не продают с лодочек. Куча фруктов. Кто-то уже лапшу хомячит. Для любителей мясного. Барбекюшечки прям на лодочках. Кто-то пытается пойти на обгон. О, give me one! Yeah, be fast, man. Be fast. Yeah, thank you. Cheers, guys. Хорошо, что у нас лодка без мотора. Едешь так спокойненько, покачивает на волнах.
Интересно, они живут в этих домиках или это так чисто для туризма? Даже здесь бывает жесткий трафик. По окончанию прогулки вам дается еще час, в течение которого можно вкусненько перекусить всего за 70 бат и насладиться прогулкой по самому рынку, чем я, собственно, и воспользовался. Если вы поедете сюда на автомобиле, мотайте на ус, этот рынок работает до 2 дня. Так что, если соберетесь, то уедете поутру. Всем рекомендую, попробуйте, прокатитесь сюда. Когда вы еще тут будете? Если вы здесь будете, то обязательно прокатитесь. После экскурсии меня доставили в самый эпицентр Бангкока, что меня приятно удивил своей развитой инфраструктурой. Вот так вот можно идти по низу и собирать все светофоры, либо залезть наверх вот туда и идти без каких-либо светофоров. Вдоль всего проспекта идет вот такая громадина штука, и вы там идете. И вы, собственно, идете над всем трафиком, и при этом вам не нужно ждать на светофорах, ничего, просто идете прямо по прямой. Никакой трафик вас не трогает, вон они там все внизу мучаются, ездят, да, вы себе дуете пешочком Каев. А также там в поезда ходят и электрички, то есть она в несколько этажей. На одном электричке, на одном люди идут. Вот такая вот техника ниппеля. Пока я держу путь к нашей следующей достопримечалке, хочу вас попросить поставить лайк этому видео, подписаться на мой канал и обязательно поделиться этим видосиком с друзьями. Поддержите, так сказать, юного блогера. Вы думаете, Азия лыком шита? Нифига она не лыком шита. Здесь есть своя чиповая сеть магазинов. Короче, если вы хотите там купить, там, я не знаю, зубной пасты себе, водички или там свеклы на борщ, если заскучали, то вам сюда. И здесь как бы вполне нормальные цены, а не туристические, а просто адекватные местные цены. То есть пользуемся. Так что, если вы хотите что-либо приобрести по человеческим ценам, а не по туристическим, 7-Eleven лучший выбор. Ну, на самом деле, это не реклама, но звучит как реклама, да? Самый главный лайфхак в Азии в такую жару: обязательно заходите в магазины. Пофиг, в любые магазины. Там есть кондей. Нашел себе колгейтик и спрей от загара. Хотя здесь и температура 36 на улице, но солнце так особо и не палит вообще. То есть я, наверное, и не загорю здесь. Но на всякий случай возьму. Двигаюсь по направлению к дому Джима Томпсона. Говорят, популярное место для туристов. Кто такой Джим Томпсон? Американский бизнесмен, который возродил шелковую индустрию Таиланда и пропал при неизвестных обстоятельствах в 1967 году. А дом этот он построил в 1953, по-моему. Но суть в том, что он очень такой тайский, весь прям тайский за тайский. И если вы интересуетесь тайской культурой, говорят, туда нужно сходить. Вот я сейчас пойду и понаблюдаю за этой тайской культурой, так сказать, в этом американском, так сказать, доме. Короче, билетик в этот дом стоит всего 200 бат. Это, не знаю даже сколько, наверное, 5 евро, может 7. Не знаю, 200 местных денег. И нужно обязательно взять тур с гидом. Здание выполнено из тикового дерева, что этот товарищ привез с разных уголков Таиланда. При этом он построил здесь аж 6 домов, то есть такой комплекс, в котором сам жил, кутил и вел свои дела. Такой кусочек джунглей прямо в городе. При этом он был страстным коллекционером и собирал буддистские статуи, керамику, книги, что сказать, любил он местную культуру. Ну и заодно в Америку отправлял шелк, что местные жители, видимо, не за большие деньги здесь ему добывали. Но вот как-то в 1967 году он отправился в малайзийские джунгли, видимо, на рыбалку, а у них там водятся дикие крокодилы. Ой, перепутал, не такие, совсем другие крокодилы. Ну и сгинул парень в небытие, а дом и его фабрики отошли государству, которое в его памяти и учредило этот, так сказать, музей-мемориал. Не уверен, что каждому подойдет этот музей, но если вы интересуетесь товарищами хиппи там 60-х, которые здесь делали бизнес, то вполне вам подойдет. Ну а я решил воспользоваться мототакси и добраться до своего следующего пункта назначения. Вызвал мототакси по приложухе, еду в парк. Чисто из любопытства взял. Ну, насколько я понял, в трафике это самое быстрое средство передвижения. Это, видимо, товарищ, который начинает заезды. Как видите, по чуть-чуть собираются участники заезда. Нервы, так сказать, на пределе. Все ждут старта. Надеюсь, мы выиграем этот заезд.
Thank you. Ну, одним словом, любые методы передвижения в почете здесь, так сказать, выбирай на вкус. Поездочка мне обошлась всего в 1 евро. Как же тут не радоваться жизни? В центральной части Бангкока раскинулся Люмфини парк. Это зеленый оазис в здоровенном Бангкоке, прямо в центре города. Покрывает он территорию 57 акров и был раскинут здесь в 20-х годах прошлого столетия. Давайте посмотрим, что здесь и как. Говорят, здесь вараны бегают. Пойдем ловить варана. Кто сказал, что в Таиланде нет футбола? Все, начинаю болеть за тайскую сборную по футболу. Не, ну обложили, слов нету. Свободу дронолюбам. Тайцы, кстати, очень спортивные люди. Я проходил мимо одного парка, и в этом парке это тоже повторяется. Они прям выходят и под музончик вот так вот выдают. Ну, гляньте, как они шарашат. Вон стоят, музончик вырубили и погнали. Причем как-то люди делятся на группы, у них один как бы направляющий, и направляющие меняются как бы. Направляющие чуваки меняются по очереди, выходят и задают темп. Ну, темп задает, конечно, музыка, а он задает упражнения, и все делают. Ну, как бы прикольно. Ничего сложного, но движуха вечерняя такая, ну, как бы полезненькая для всех суставчиков. То есть жить будут долго. Так, варанов я пока не нашел, но уточек здесь точно очень много. Вы только гляньте, как много их. Одни утки. Но я не теряю надежду, обязательно найду. Но без большого брата никуда. Вообще парк очень прикольный, очень зеленый и находится в самом центре Бангкока. То есть если вы устали от суеты городской, сюда вечерком прийти очень даже замечательно. И если вы путешествуете с детьми, то здесь много для детей различных, так сказать, аттракциончиков. Есть где полазить. Короче, вечерело, варана я так не нашел. Первый раз в жизни сдаюсь. Все, не буду искать больше варана. Пойду куда-нибудь в бар. Да, не забываем ставить лайки, подписочки там, репостим мой видосик, много комментиков вставляем, чтобы мое видео как-то поднялось в рейтинге. Чем больше комментиков, тем лучше. Спасибо вам огромное. Неподалеку от парка была обнаружена арт-галерея, поэтому бар я оставляю на попозже, а сейчас двигаюсь в галерею окультуриваться. Итак, Бангкок Art Culture Center. Здесь аж 9 этажей современного искусства. От тайских художников до международных выставок различного искусства, и фотографий, и скульптуры, и живописи, и так далее. Здесь просто кипит жизнь. Даже в Азии знают, кто есть кто. Люди читают комиксы, оставляют свои комментарии. И мы не забываем оставлять свои комментарии, подписочки и лайки. Спасибо. Кафешки, арт-шопы и студенты-художники создают искусство прямо у вас на глазах. И что главное, вход сюда совершенно бесплатный. Таки культура в Бангкоке доступна каждому. Но запомните, что по понедельникам здесь выходной. Находится галерея рядом со станцией BTS National Stadium. То есть вы легко можете эту галерею прицепить к любым своим планам, если вы собираетесь посетить центр города. Со мной произошла оказия в галерее. Присел неудачно, шорты лопнули в самом неподходящем месте. Вот мчусь в шоппинг-центр покупать себе другие шортики. Никогда не понимал, зачем люди ходят в магазины. Онлайн можно все давно купить. Нахрена их вообще строят, эти шоппинг-центры? Чтоб Леха ходил, путался, искал эти магазины. Ребзя, веду свой репортаж из примерочной какого-то шоппинг-центра. В жизнь мы сюда не пошел, все покупаю онлайн, вообще не понимаю, для чего их всех строят. Но со мной произошла оказия. В галерее, арт-галерее Бангкока, ёксель-моксель, присел неудачно. И, собственно, шорты, которым 10 лет приказали долго жить. И вот только не надо говорить, что я не в ту дверь вошел. Вошел я, все нормально, это была галерея Бангкока, арт-галерея. Окультуривался. Пришлось идти затариваться. В жизни бы сюда не пошел. Ну вот, судьба привела. В этом универсальном шоппинг-центре не только автомобили продают на разных этажах, но и здесь присутствует водопад. Я бы, конечно, ни за что сюда не пошел, если бы не мои прекрасные шортики. Но что делать? Что не сделаешь ради искусства. Можно и шортики порвать. Главное, понимаете правильно эту фразу. Вот такой вот, собственно, водопадик прямо в торговом комплексе. Там также ресторанный дворик присутствует. Там вот прям можно сесть и отведать, оттрапезничать, либо чайку жахнуть, или чего-то еще. Ну, после такой стрессовой, неприятной неожиданности было принято решение пойти в какой-нибудь бар и все это дело, так сказать,
усугубить, вернее, стресс снять. У нас на улице Нан-стрит, она известна тем, что здесь много блудниц находится. И не только блудницы, но и что-то типа блудников, наверное. Короче, блудники здесь полные. Идя по улице, то есть, когда вы видите, продают направо-налево всякие херни, типа там поесть, попить, там, то есть все, то здесь только самотыки исключительно. Просто вот идете и полно принадлежности для этого дела продается. Прям такой базар, рыночек, так сказать, услуг. Добрался я до улицы Сой Ковбой. Находится она рядом со станцией BTS Эсок. Это улица с множеством баров и неоновых огней. Микс Лас-Вегаса и Бангкока. Популярное место для тех, кто любит жахнуть коктейльчика, заглянуть в стрип-бар. Ну, я думаю, заходить в них бесплатно, потому что, ну, снимать-то мне там явно не дадут. Поэтому будет бесполезная трата денег. Но так как дома меня ждет любимая, поэтому я чисто 2 пивка и спать. Итак, третий день приключений в Бангкоке. Отправляюсь я первым делом в древний город, где-то на юге Бангкока. В часе езды от центра на электричке, потом на такси находится этот, так сказать, музей под открытым небом. Посмотрим, говорят, очень прикольно. Идти пешком до электрички мне было лень, и я решил проехать пару остановок на автобусе. Тяжело тут понять, конечно, с автобусами, что куда. Контролер сказал, конечно, я не в тот сел. Вот так вот этот автобусик выглядит внутри. Пол прям реально деревянный. Древнейший прям автобус, но все еще ездит. Мне кажется, ему лет 50, наверное. Такой весь переваренный. А тут вообще, ну, просто из досок сколоченный пол. Ну, ладно, экскурсия в автобусах Бангкока. Конечно, древний автобусик. Ему, наверное, в раз-два больше, чем мне лет. Фу, наконец-то в правильном автобусе. Чисто кайфовый кондей. Проезд стоит всего 20 местных денег. Это около 1 еврика, мне кажется. Вот какой-то шикарный автобус. Он, видите, такой новенький, и пол в нем не деревянный, как бы. Ну, автобусы у них, конечно, без 0,5 не разберешься. Такие номера автобусов, что, блин, хрен просыт. И, короче, ну, тем не менее, я добрался до электрички и двигаюсь дальше. Заметил такую тему. Короче, европейцы и американцы, понаехавшие сюда, как бы у них такая тема здесь брать гида. Ну, то есть гид их водит здесь неделю или 2, вообще тусуется с ними повсюду. То есть я видел их в барах каких-то и в музеях ходят с ними. Потом вот в метро ездит, показывает, рассказывает все. Потом идет с ними бухать в бар. И потом, наверное, развозит их по отелям или притаскивает в отель. И на следующий день опять появляется. То есть, я не знаю, они ему что-то за это платят. Везде его кормят, поют. Вот такая тема, я заметил, здесь очень распространена. И вот англоговорящие очень любят брать себе таких гидов. Чтобы добраться до пункта назначения, вам нужно доехать до конечной станции Кхейха и оттуда взять такси. У нас 3 подушки безопасности, а тут свои 3 подушки безопасности. Не, у них даже побольше. Стоимость приключений всего 700 местных денег. Короче, этот древний город занимает площадь 300 акров и дистанция, как мне сказали, на входе около 10 километров. Можно ходить пешком, можно ездить на электрокарах, либо вот как я, на байке. А байк входит в стоимость. То есть катаетесь, останавливаетесь у памятника, смотрите и едете дальше. Одним словом, этот парк сделан в виде всего Таиланда, карты Таиланда. И здесь расположены в миниатюре, ну как в миниатюре, вот так вот. В миниатюре памятники Таиланда, около 100 штук. То есть катаетесь, смотрите и решаете, какой из них вы хотите посетить потом вживую и куда поехать дальше, если вы собираетесь путешествовать по всему Таиланду. Вот такие маленькие товарищи служат путеводителями в этом парке. То есть на каждом углу они стоят и приветствуют вас. Ну, вообще отличное место для того, чтобы окунуться в атмосферу, так сказать, культуры Таиланда и его памятников. Можно вот так вот кататься, притормаживать и наблюдать. Знаешь, что-то тормоза здесь не очень работают. Так, бро. Еще одного братишку нашел. Смотрите, ну симпатяга же такие. Люблю их на входе таких вот. Всегда у них на входе 2 братана. Один тут, другой здесь. Этот замечательный древний город является собой музеем под открытым небом. То есть, если вы хотите увидеть Таиланд раз и целиком и за раз, приехать сюда на часок будет очень великолепно. И, собственно, все подписано, где находится этот монумент. И если вы хотите, можете туда потом проехаться, так сказать. На дроне летать нельзя. Здесь прям 5 раз повторили, что на дроне летать нельзя. Но придется, видимо, выйти отсюда и взлететь. Потом попробую поснимать, конечно, из дрона тоже чуть-чуть. Это хоть и копии монументов, но очень, даже очень выполненные. То гляньте, где я оказался. Ну, тут прям весь Таиланд в одном месте. То есть сюда как бы, ну, прикольно было бы попасть. Я бы любому туристу, кто будет в Бангкоке, рекомендовал бы сюда пройтись, проехаться, вернее.
Дорога у меня заняла где-то час-полтора, но здесь, я так понимаю, можно весь день провести, походу. Тут также и кафешки различные есть, можно и перекусить тайской еды. Ну вот здесь явно белые воины огня и света жили. Ну а вот там явно что-то какие-то чернявые, видать. Хотя мужик в золоте там тоже присутствует. Ну ладно, пойдем смотреть. Еду я тут такой, думаю, заберусь-ка я вон туда на холм. Думаю, там посмотрю, что там сверху, потому что там флажок, видите, и там какие-то строения. Думаю, ну прикольно же, заберусь сверху, будет такой видон. Подъезжаю ближе, а это, оказывается, вообще декорация, видите? Тотальная декорация, то есть этот холм вообще не настоящий. Декорация, прикиньте. И создан этот парк был еще в 60-х годах одним из богатых бизнесменов Таиланда. Любит он культуру и историю своей страны. Что самое прикольное, вы можете ходить и лазить по всем этим монументам, заходить вовнутрь, снимать, бегать, резвиться, и никто вам ничего не скажет. Ну, шашлычки, конечно, вам не дадут развести, но вы же все-таки в Таиланде. Чудовища зооморские. Слоники важны, слоники нужны. Продолжаем продолжать. Погнали дальше. Атмосфера здесь очень спокойная, как будто вы где-то в пригороде. Птички поют, водичка журчит и играет традиционная тайская музыка. Вот так вот умиротворенно можно прогуляться по такому городку на воде, так сказать, и посидеть, насладиться, так сказать, тишиной и водой. И решил я тут просто, так сказать, вдарить. Громковато. Ладно, погнали дальше. Что-то как-то моросить начинает. Надеюсь, я не попаду под тропический дождик. То есть не обязательно быть любителем тайской истории и культуры. Просто даже если вы устали от городской суеты, то вот здесь отдохнуть вот прям кайф. Отличное место для фотографий и для изучения истории страны. Когда вырасту, себе такую дачку отгрохаю. Очень кутежное место, дети будут в восторге. Вы только посмотрите, какая красота. Инстаграмся не хочу. Работает с 9 до 7 ежедневно. Я провел здесь, мне кажется, часа 2-3. Кайфанул по полной. Туристов не так уж и много, и ставлю твердую оценочку 10 must visit, так сказать. В город, надо сказать, я вернулся довольно-таки быстро в течение часа и погнал дальше окультуриваться. Вот это елки у них. На самом деле это дерево 3 трансформаций. Символизирует собой Хэллоуин, Крисмас и китайский Новый год. Все в кучку. И сделано это чудо из, так сказать, строительных отбросов. Труб каких-то там, пластика, железа и всякой ереси, что вы можете найти на любой стройке. Короче, из мусора сделано. А почему я нахожусь рядом с этим деревом? Потому что я иду в Нобель Плей. Это что-то галерея современного искусства, что-то типа того. И здесь такая вот выставка, должна быть выставка. Сейчас зайдем посмотрим, насколько я понимаю, эта выставка. А это карта Бангкока, сделанная тоже из мусора, собранная. Любят они из мусора делать искусство. Всяко лучше, чем на дороге валяющийся мусор, правильно? Вишулада — это художник такой, он создавал эти полотна, так сказать, из мусора. Эх, мусорок. Насколько я понимаю, из пластиковых бутылочек создано. Вообще, это место Нобель Плей не совсем, чтобы выставочный центр. Вернее, выставки там проходят, но выглядит это все как классический коворкинг. Здесь имеется кафешечка, стульчики, где можно присесть и поклацать свой компьютер. Прямо скажем, небольшая выставка, но с хорошей идеей. Ну, кто по мусору, вон сюда. Имеются, как видите, велодорожки, но что-то велосипедистов я здесь особо не видал. В основном здесь мотоциклисты. Такое впечатление, что это мотозаезд, но на самом деле нет. На каждом перекрестке так вот стартуют мотоциклисты. Выглядит так прикольненько. Что-то шел я в Чайна-таун. Да, что-то как-то в тук-тук пересел. Что-то я подустал идти, там 40 минут оказалось идти. Что-то я решил не идти 40 минут. Решил проехаться, но трафик жесткий. Мне кажется, мы ехать будем 40 минут. Сказал, короче, 200 местных денег. Ну, вообще, очень даже хорошо. Обдувабельно, я бы сказал. И кондей не нужен. А теперь и китайский Бангкок. Добрался я до самого колоритного района Бангкока. Это Чайна-таун. Был основан в 18 веке, и вообще население Бангкока где-то 10-15% это китайцы. То есть это очень большой район, прям с кучей здоровенных вывесок, как прям в фильмах Джеки Чана. Сегодня это один из самых старейших и колоритных районов Бангкока.
Бангкока. Район известен своим рынком золота, храмами и, конечно же, едой. Так что давайте прогуляемся по райончику и перекусим. Хорошая еда, я люблю китайскую еду, сейчас что-нибудь найдем. У них вечно что-нибудь вегетарианское есть, с кучей тофу. Да, и я думаю, любителям остренького здесь тоже много чего можно найти. Традиционные китайские костюмчики с дракошками. Куча золотишко продают ребята. Ох, нифига себе, там золотая ярмарка прям какая-то. Тут же вот морепродукты можно погрызть. Есть готовые всякие дампликсы. Мне вообще вывески нравятся, очень колоритно. Как будто ты в кино в каком-то конца 80-х, начала 90-х. Какой-нибудь, знаешь, китайская мафия где-нибудь, я не знаю, в Нью-Йорке или там, не знаю, в Гонконге. Вот очень-очень похоже. Ну, кутаны, рыжий устал. Свернул на маленькую улочку. Очень колоритная. Вот такие чипсики. Но это не по мою душу, это из морепродуктов. О, куча всяких сладостей, чаев. Заквасочка различная. Непонятных каких-то овощей. Уже, так сказать, вечереет, поэтому здесь немножко так подразбираются. Рыночек собирается по чуть-чуть. Но выглядит-то очень, даже очень такая колоритная. Улочка маленькая. Сейчас откуда-нибудь Ван Дам выскочит. И какая-нибудь перестрелка начнется. Ну, китайцы шарят в чае, надо брать. Я считаю, различные виды пуэра и различные зеленые. Смотрите, черные, каких только нет. Но мне так-то, чтобы вести было сподручнее, наверное, вот такой упакованный возьму. Из цветов, она говорит. Видимо, разные вкусы из цветов. Kind of different flowers? Yeah. They all different? Or it's the same taste? So different taste. I will take it. Ну, короче, затарился чаем. Буду чаевничать в Дублине и вспоминать Чайнатаун в Бангкоке. Нихера себе, Гугели водит меня. Непонятно по каким-то вообще закоулочкам в Чайнатауне. Надеюсь, выйду, не заблужусь. Не, ну точно Джеки Чана только не хватает в этом месте. Прям вот реально иду по каким-то непонятным тропам. Джеки Чан и Ван Дам должны выскочить вот-вот. Короче, в китайском районе есть такое местечко, где можно за полтишок очень вкусно поесть веганской еды. Вот так вот оно называется. Я его, наверное, и произнести, наверное, не смогу. Но в китайском райончике есть. Я его нашел очень просто. Happy Cow. Вбиваете вегетарианская еда. И пришел вот сюда просто веганский, прям конкретно китайский ресторанчик такой. Он находится тотально в какой-то подворотне. И просто, ну, как бы ресторан, это не назвать, столовка. Ну, как бы откушать можно вполне. Слушайте, ребята, я иду на Sky-бар. Говорят, у них 6 баров на разных этажах. Я иду на самый высокий. На 64-й этаж. Вход сюда бесплатный, но обязательно нужно что-нибудь купить. К вам сразу подбегает специально обученный человек и начинает впаривать коктейли. Честно говоря, пить особо не хотелось, и взял я мохито. Надо сказать, отсюда открывается шедевральный вид на весь Бангкок. После чего меня отвели в другой бар, также на крыше. Место, конечно, крутое, ничего не скажешь. Живая музыка, но коктейль за 60 евро. Вот так вот бар и ресторан буквально над всем Бангкоком, но мохито 60 евро. Когда я вырасту, я вот сюда приду и нажрусь, тотально нажрусь. Бангкок, да, и Таиланд в целом прям удивляют на каждом углу. Просто совершенно другая культура, но при этом она пересекается западной. Уже куча небоскребов здесь вокруг. Если вы любите небоскребы и современный город, то Бангкок вам подойдет. Если вы любите ночные тусовки и развратные различные ухищрения, этот город вам тоже подойдет. Если вы любите ползать по достопримечательностям, как я, вам он тоже подойдет. Я не знаю, ну, как бы, если только здесь моря нет, но, в принципе, 20 евро, и вы летите в какой-нибудь Пхукет на самолете и уже купаетесь там. То есть великолепный город, великолепная страна. Проводить здесь отпуск, да и вообще так на полгодика приехать пожить, я бы с радостью. Боюсь, вряд ли кто меня отпустит с работы. Пора увольняться. И из Бангкока самолеты здесь по региону довольно-таки дешевые перелеты. Там до 50 евро в любую страну ближайшую. Там тот же Вьетнам, та же Малайзия. Да и внутри страны перелеты вообще там чуть ли не по 20 евро. То есть у нас такси больше стоит в Дублине, чем здесь перелет. Ну, если кто сюда соберется ехать, пару слов о погоде. Я тут, на самом деле, впервые. Нахожусь я здесь в начале ноября.
да, в начале ноября. Здесь 36, причем 36 всегда, неважно, пасмурно, солнечно, всегда 36, неважно, дождь или солнце, всегда 36. Короче, полный отдок. Но как-то так привыкаешь со временем. Дня 3-4, и ты уже как-то адаптируешься. Я нахожусь в своем восточном азиатском туре, так сказать. Не пропускайте мои видосики из этого региона, да и вообще заходите ко мне на канал и смотрите мои видео из других стран. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Ставьте мне лайки, подписочки с вас, комментите обязательно. Комменты помогают поднять мои видосики в топ поисковика на ютубе. Ну, увидимся в следующих видео.